На просторах Афганистана, страны, пропитанной древней историей и традициями, существует мир, о котором мало кто знает. Это мир, где люди вынуждены вести свою повседневную жизнь в пещерах, скрываясь от бедности и угроз, которые окутывают их страну. Но что заставляет этих людей жить в таких крайних условиях? Во многом это обусловлено бесконечной войной в Афганистане, которая на многие десятилетия посеяла хаос и разруху. Мы едем в Бамиан, город, который стал памятником варварских разрушений и последней надеждой для обездоленных. Город, где до сих пор люди живут в пещерах. В 200 километрах от Кабула, в центральной части Афганистана, находится древний город Бамиан. В VI веке, в период буддийского культа в регионе, были созданы древние памятники – скальные статуи Будды. Одна из статуй изображала стоящего Будду высотой 38 метров, а другая – сидящего Будду высотой 55 метров. Эти статуи являлись крупнейшими скальными скульптурами в мире. Они были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО до своего разрушения. В 2001 году талибы взорвали эти исторические памятники, считая их языческими и противоречащими их толкованию ислама. Талибы, пришедшие к власти, установившие свои порядки, усугубили ситуацию для самых уязвимых – женщин и детей. Талибан – политико-религиозная группировка, которая в конце XX века пришла к власти в Афганистане в результате гражданской войны, случившейся после вывода советских войск из страны в 1989 году. В ходе этого конфликта между различными местными вооруженными группировками, включая маджахедов, которых поддерживали США, и силами, связанными с советским режимом, Талибан выделились как сила, придерживающаяся консервативного исламского мировоззрения и обещавшая восстановить порядок и стабильность в стране. Их приход к власти был обусловлен распространением хаоса и недовольством населения существующей властью. В конечном итоге Талибан смогли завоевать значительную часть Афганистана и установить свое правление, основанное на строгом исламском законе шариате. В 2001 году, после терактов 11 сентября в США, которые были организованы близко связанными с талибами-боевиками из Аль-Каиды, американские и коалиционные войска начали операции в Афганистане. Однако группировка продолжала существовать и вести повстанческую деятельность, настаивая на восстановлении своей власти. И в 2021 году им это удалось. США вывели свои войска из Афганистана, и талибы спустя 20 лет снова пришли к власти. Тут, в Бамиане, рядом с разрушенными Буддами, находятся древние пещеры. Эти пещеры часто ассоциируются с буддийским монашеством. Они были вырублены в скалах вокруг статуй. Многие из этих пещер использовались монахами для медитации, обрядов, обучения и жизни. Около 12 тысяч пещер было построено в самом сердце скалистых гор провинции Бамиан. Сейчас в них живут те, кто остался без дома и покровительства. Пещерные жители Бамиана в основном бездомные семьи хазарийцев-шиитов. Часть семей вернулась из эмиграции из Ирана и Пакистана при предыдущем режиме, еще до повторного прихода талибов в августе 2021 года, а кто-то никогда и не уезжал за пределы города. Хамеда живет в этой пещере с 3 детьми, в условиях, где нет ничего для жизни. Они, как и многие другие, вынуждены зарабатывать на жизнь попрошайничеством, привлекая туристов у подножия разрушенных Будд. Я родилась в провинции Бамиан. Мы живем здесь уже 40 лет. Даже мои родители жили в этой пещере. Мой отец стал шахидом и принял мученическую смерть. 7 лет назад я вышла замуж.
Позже мой муж стал наркоманом и до сих пор употребляет. Мне было очень трудно, и я обратилась к мулле, чтобы получить развод. Мне его дали. Это случилось 3 года назад, до прихода талибов. В 4 утра я совершаю свою молитву. В 7 я кормлю детей, а затем мы все вместе идем под гору к Буддам за помощью. Мы возвращаемся домой в 11, молимся, едим, а затем снова отправляемся в то же место до 5 вечера. Там мы получаем деньги на газ и все остальное. Моя повседневная жизнь неплоха. Не могу сказать, что плоха. Мы берем воду из источника, за которую нужно платить. Электричество для освещения я получаю из одного провода от соседа. А это Сабира. Они с семьей живут в этих пещерах большой семьей. 11 человек разместились в одной комнате этой пещеры. Ее дочери талибы отрубили ступни. Но тут не принято об этом говорить. Девочка живет среди заботливых родственников. Мне 48 лет, и я не знаю точно, где я родилась. Было время, когда мы жили в Кабуле, но позже мы вернулись сюда. Мы живем здесь уже 23 года. Мой муж очень слаб и не способен работать. Ему 70 лет. Сейчас он находится в больнице. Достраивать комнаты тут запрещено. Правительство не разрешает и говорит, что это охраняемая территория. В некоторых местах эта комната была полностью разрушена. Мы каждый день приносили воду и строили. Здесь не было ничего покрашено, все стены были черные. У нас нет электричества, у нас здесь вообще нет электроэнергии. Мы используем батареи для освещения дома, которые заряжаем у соседей. Это кухня, где видно всю еду, и мы спим в этой же комнате. Летом мы обычно готовим вне дома, но зимой сложно жить в одном помещении с большим количеством людей. В суровых условиях Афганистана, где традиции прочно вплетены в общественную жизнь, женщины сталкиваются с серьезной проблемой. Если муж не в состоянии обеспечить семью, их ждет бедность. Это жестокая реальность, которая вынуждает искать способы выживания в условиях, где варианты ограничены. And this society's name is Sangichespan. Кабир – старший из 3 детей, и он единственный, кто может работать. Ему пришлось бросить школу, чтобы содержать семью. Средний брат попал в аварию, после которой у него парализовало левую руку. Мать, ранее служившая в полиции, вынуждена была покинуть работу после прихода талибов. Она и младшая дочь почти не выходят на улицу. Мы приехали в Бамиан во время правления Ашрафа Гани. Раньше мы с отцом ездили в Иран на заработки. Работа была очень тяжелой. Я был мастером по шитью. Сейчас я не могу ходить в школу, потому что это помешает моей работе и заработку. У меня нет будущего. آبد کند مسکین مشو مرد باشه ای خسته دل شرمندگی در کار نیست زندگی یا Нахида, мать Кабира, попала сюда с детьми после смерти мужа. Мы живем в этой пещере 10 лет. В первый период правления Талибана, 22 года назад, талибы убили моего отца. На тот момент мне было 7 лет. С тех пор у меня не осталось никаких хороших воспоминаний. В течение 3 лет после замужества мой муж был хорошим, но стал употреблять наркотики и постепенно разрушил свою жизнь, пока не умер. Мы остались на улице.
Жизнь в пещерах очень тяжела. Здесь много насекомых, и если кто-то укусит, то это может быть смертельно. Воды нет, до ближайшего источника нужно идти 2 часа. Воду приносят в больших бочках, на голове. В пещере нет дверей, и летом весь песок попадает внутрь дома, а зимой весь снег. Часто идет туман. Вещи, газ находятся в этой пещере, в одной комнате. Нет электричества, туалета, душа. Чтобы принять душ, нужно идти на базар за 50 афгани. Под властью Талибана жизнь общества подвергается изменениям. Женщины оказываются в центре внимания, сталкиваясь с жестокими ограничениями в своих правах и свободах. Многие лишаются возможности образования и трудоустройства и вынуждены скрывать свое лицо. Ни сейчас, ни во времена предыдущего правительства сюда никто не приходил, чтобы помочь нам. Если бы помогли, я бы ушла в другое место. Если бы кто-то построил для меня дом, я бы здесь не прожила и минуты. Здесь очень трудно даже дышать. Когда пришли талибы, наше положение становилось хуже и хуже. Потом у моего сына парализовала руку. Я потратила все свои сбережения, пока ему не стало лучше. Сейчас многие люди находятся в плохой ситуации. Наша жизнь стала очень трудной. Я даже не могу выйти на улицу. Во времена республики было хорошо, что у меня была работа, зарплата, которую я тратила на семью. Сейчас я безработная. Наше финансовое положение очень тяжелое, и у нас возникло множество проблем. Это наша реальность, это то, где мы находимся. Возможно, нам придется оставаться здесь надолго. Раньше у меня была работа, я стирала одежду. Я была довольна своей предыдущей жизнью. Теперь в моей жизни много испытаний и проблем. Я прошу хлеба и еды у людей, прошу у всех домов, и есть другие дома, подобные моему. Во время своей службы в полиции я прошла через все трудности и вызовы, но всегда сохраняла стремление помогать людям и защищать их права. Однако пришествие Талибана изменило все. Моя служба была прервана, и мы оказались безработными и бездомными. В условиях таких трудностей я нашла убежище в горной пещере. В свои годы службы я не перестаю надеяться на возвращение прежнего правительства. Моя жизнь сейчас полна бед и лишений, но я не теряю надежды. Моя семья и я продолжаем бороться, сохраняя надежду на лучшее будущее, когда снова сможем служить своему народу. Но мое сердце всегда оставалось с полицейской службой. Помню, как с увлечением смотрела на полицейских и мечтала стать одной из них. И вот, когда наступила пора, я отправилась служить. Мои 9 лет службы были наполнены сложными испытаниями и трудностями, но я продолжала верить в справедливость и благополучие народа. Теперь, оставшись без работы и дома, мы вынуждены приспосабливаться к жизни в пещере. Чтобы выжить, женщины обращаются к надежде на своих сыновей. Мальчики, когда вырастут, могут стать опорой для семьи. Для других единственным выходом становится попрошайничество. Женщины вынуждены выходить на улицу, надеясь на милость прохожих, чтобы прокормить детей и себя. Потеря кормильца становится для этих семей не только утратой дохода, но и утратой стабильности и безопасности. Афганистан не идет по хорошему пути, и у него нет будущего. Это невозможно. Все, кто имеет деньги, уезжают. Если бы в моей стране был мир, она была бы лучшей страной на земле. Все хотят мира, но его никто не может добиться. Другие страны приходят сюда за деньгами и разжигают войну. Мои родители не хотели уезжать до прихода талибов. У них была работа и деньги. На работе я помогаю маме,
Однажды у меня осталось 20 афгани, и мне пришлось искать способ заработать. Я научился шить, и через год смог работать в магазине своего друга, где получаю $50 в месяц. Если я не найду возможность зарабатывать больше, мне придется отправиться в Иран. Попадание в Иран нелегально и очень опасно. В одной машине находится больше 20 человек. Когда ты постоянно видишь плохую жизнь, ты должен рисковать, чтобы добиться лучшего. В Иране есть только работа, там я не смогу учиться. Если я смогу заработать достаточно денег для своей семьи, я останусь здесь, в Бамиане, потому что я не закончил школу, и я очень стараюсь это сделать. Но если я уеду, это будет потому, что я несу ответственность за свою семью. Мы хотим покинуть эту пещеру и отправиться в США, Канаду или Германию. Но мы не можем уехать, потому что у нас нет денег. Наше будущее здесь будет неясным, особенно для наших детей, которые сейчас не могут получить образование из-за того, что девочки до сих пор лишены права на обучение. И одна из моих дочерей осталась неграмотной. Девочкам запрещено ходить в школу. Я надеюсь, что вы сможете нас отсюда забрать. Мы живем здесь в очень тяжелых условиях, и наша жизнь испорчена. Если бы у нас была работа и обязанности в этой стране, и если бы у нас был дом, мы бы не хотели покидать свою страну. В условиях, когда мальчики часто вынуждены преждевременно начинать работать, а девочкам запрещено учиться, многие афганцы не сдаются перед этими препятствиями. Они упорно борются за свое право на образование, видя в нем ключ к лучшему будущему для себя и своих семей. Для многих афганцев образование становится источником надежды и возможности на изменение своей жизни к лучшему. Несмотря на строгие запреты и ограничения, они верят в силу знаний и готовы сражаться за свое право на обучение. Моя мечта, чтобы была построена школа, чтобы наши дети могли получить образование и стать в будущем докторами и здоровыми людьми. Мне также очень важно, чтобы они были грамотными, потому что мы, необразованные, очень обеспокоены этим. Здесь нет никакой работы или занятия. Я мечтаю закончить образование и иметь хорошую работу в будущем. Я мечтаю стать космонавтом, путешествовать в космосе. И я хочу выучить английский язык. Я очень люблю его и хочу стать переводчиком английского. Я хочу, чтобы моя рука восстановилась. Врачи в Афганистане говорили нам, что нужно ехать в Пакистан. У нас нет достаточно денег, чтобы поехать в Пакистан. Каждый день состояние моей руки становится все хуже и хуже. И если в других странах есть возможность лечения, я прошу вас помочь. Пока моя рука не выздоровеет, это единственная моя просьба. И я хочу, чтобы я мог помогать своей семье, быть их опорой и кормильцем. Из-за слабой экономики я не смог ходить в школу и получить образование. И сейчас, в эти дни, состояние моей руки становится все хуже и хуже. Моя единственная просьба, если вы можете помочь, чтобы моя рука выздоровела. Я мечтаю стать врачом. В Афганистане есть только два варианта, чтобы нормально жить: быть врачом или полицейским. Моя мечта – это возвращение мира и согласия в эту страну. Люди должны быть в безопасности, а ворота школ должны быть открыты для всех. Мальчики и девочки должны учиться, а людям должны быть найдены работа и обязанности. Моя особая мечта – это возвращение республиканского правительства, чтобы я могла снова выполнять свои полицейские обязанности и служить своей родине и народу. Я всегда готова защищать права угнетенных и бедных. Я очень рада, что мой голос услышан, и прошу помощи, чтобы мы могли служить обществу и людям. Пещеры в Бамиане не просто жилища, а символ упорства и выживания. В этих скромных пристанищах люди не только находят убежище от опасности внешнего мира, но и выражают свою внутреннюю силу и духовную выносливость. Под тенью Талибана женщины лишены даже базовых прав, но именно здесь мы видим их бесконечную силу и решимость бороться за свои идеалы. В пещерах Бамиана продолжается бой за равноправие и свободу, вопреки всем препятствиям и угрозам.